Уже в конце марта, надеюсь, выйдет огромное обновление для Корпанка. Новая локация для экстракшн режима как PvE, так и PvP. Новый персонаж и солидное количество других вещей. Это превью этой обновы. Я сегодня просыпаюсь, вижу скриншотики, эпилепсия, пена льется, нереально, конвульсии начинаются, там просто ошалеть. Я ничего пока даже не читал, по скриншотам мне понравилось то, что я увидел. Тут подобавляли много чего, теперь дополнительные, Т3 всякие бусты дают дополнительные штуки. Не знаю, бафы, какие-то усиления. Добавили новые ветки теперь в weapon специализацию. Теперь здесь можно прокачивать разные вообще ветви, идти, например, даже на W. Ты можешь идти, например, в Ешку, да, потом перешел, где-то в Эшку вкачал, даже предыдущие не вкачивая. Короче, грязюка, парни, нереально. Короче, сейчас буду читать, тут текста накатали, ошалеть. Целая страница, можно опускаться и опускаться. Здесь и на чипы разные дополнения, и на руны разные какие-то дополнения. Добавят теперь заряд к твоему оружию. Теперь, наконец-то, в интерфейсе мы можем видеть, сколько у нас заряда на пушке осталось, и перезаряжать его тогда, когда уже остается как бы минимум. Плюс мы можем включать вот этим маленьким переключателем, не знаю, видно вам или нет, чикс. Вот этот маленький переключатель, который будет у нас включать и отключать активные руны. То есть в некоторых моментах эти руны можно выключить. Еще некоторые бусты, которые улучшают руны. Сколько их типа осталось. С этой обновой в марте, в конце марта, появится кнопка телепортации. Не будет предмета, который можно продать и туда-сюда. Вот, что тут еще добавили? Вот time left тоже что-то непонятно. Но я так понимаю, это он на острове. И здесь показывается время до конца экстракшена. Блин, выглядит прикольно. Мне нравится, что интерфейс потихоньку пополняется разными интересными штуками. Так, что тут еще по скриншотам? Т3 пушки будут также добавлены. Там скриншоты по Т3 пушкам. Офигеть. Вот этот, кстати, скриншот. Короче, сейчас покажу скриншоты Т3 пушек. Они выглядят на самом деле офигенно. Мне прям понравились. Выглядит здорово. Вот это неплохо выглядит. Вот эти когти выглядят круто. Так, ну это вроде так, стандартно вроде выглядит. Ничего, пойдет. Вот прикольно выглядит щит и копье. Вот тоже неплохо выглядит. Там еще на Defender тоже разные скинчики подобавляли. Все знают эти даггеры, понятно. Кое-что на криты, кое-что на армор пробитие. На блид. Новые пушки для бомберов Т3 выглядят. Вот последняя типа эпическая, она будет уже с каким-то свечением. Сам зарядник, этот патронник будет тоже светиться. Блин, прикольно выглядит. Красиво. Для хантеров. Если оно будет там со всякими спецэффектами, это будет здорово. Вот, кстати, Defender. Это, кстати, меч выглядит прикольно. Щит тоже. Вот этот набор выглядит буквально как будто он... как он называется? Аллея грехов? Вот тоже какие-то спецэффекты, может быть, будут. Хотя вроде тут... Здесь на модельке нет никаких спецэффектов. Он тоже красиво выглядит. Тут сразу по скинам можно сказать, какой более или менее это к фракции относится. Да, это Иланиан, это к северной фракции Йорнеры, больше похожи на йорнерские такие. Это из Valley of Sins. Так, прикольно выглядит. И вот за Defender новые скиллы можем теперь почитать. Наконец-то дают посмотреть скиллы Defender. Кьюшка. Defender улучшает свои базовые атаки на 7 секунд. После улучшенного страйка Defender бафает себя, который понижает входящий урон на 2%. Да что ж такое, сори. Этот эффект длится 5 секунд, стакается до 5 раз и обновляет этот эффект с каждым стаком. Эти атаки генерируют агро дополнительные и ресетуют автоатак таймер. Так, W. Бросок щита. Defender бросает свой щит в таргет в пределах 4 метров. Когда щит попадает по таргету, он отскакивает обратно к Defender, наносит physical damage, базируется на атак пауэре и станет свою цель на 2 секунды. Если скилл промахивается, Defender теряет свой щит. Фу, бля, весь щита. Прикинь, щит выкинул просто, и все, щита нет, идешь покупать новый в магазин. Не знаю, прикольно. Теряет свой щит, армор. Точнее, который на щите теряет, и должен подобрать его, чтобы вернуть себе армор, я так понимаю. Поднимая щит, понижает кулдаун обилки на 50%. Эта обилка генерирует достаточно много количества агрессии.
Окей. По поводу Ешки. Defender прыгает на 4 метра к таргету в радиусе 1,5 метра, таунтит всех задамаженных врагов, чтобы они его атаковали в течение 2 секунд. У него 3 скилла, и все зависят от агрессии. Ну, точнее, не зависят, а провоцируют. Так, его пассивка Defender получает 3% до 6 врагов. Бонусы армора и Magic Resist за каждого enemy в радиусе 4 метров вокруг Defender. И его ульта поднимает щит и на короткий период времени рефлектит весь входящий дэмэдж обратно в enemy. Defender может двигаться, пока использует ульту, при этом отражая урон. Я не знаю, как вот это правильно перевести. Preserving the type of reflected damage. Наверное, имеется в виду, исходя из того, какой damage рефлектится, Defender получает иммун к крауд-контролю и дэмэджу. Он также создает зону за собой, в которой союзники получают меньше входящего урона, равную армору Defender. Блин, замудрили, конечно, интересно. Это я уже так понимаю, я чекаю его в Weapon Master. Это относится к Ешке, это относится к W. Ладно, тогда можно с Q-шки посмотреть. Быстрые ноги. После использования скилла скорость Defender увеличена на 10% на 3 секунды. Блин, это круто использовать с ультой, наверное. Включил Q-шку, бум! И сразу побежал со щитом просто перед своими тиммейтами, которые там наваливают жестко с луков, например, да, или с магией какой-нибудь. Дальше что у нас по Q-шке? Эффект длится на 10 секунд дольше. Так, дальше Splash Wave. Атаки становятся сплэшем. Ауешные типа? Damn. И Blade Master. Скилл становится 3 хит комбо. Второй хит 20% на 20% сильнее, и третий хит сильнее на 40%. И поднимает таргета в воздух. Что это вообще будет за класс? Мега рефлект нереальный просто на R. Плюс контроль. Я уже прям вижу, как его в атак спид разгоняют, и он начинает просто швырять все подряд перед собой. Так, по W. Легкие шаги. Пока Defender без щита, его movement speed увеличивается на 15%. Следующий rollout maneuver. If the defender misses the skill. Если Defender промахивается скиллом, он может перекатиться по направлению к щиту и поднять его в радиусе 4 метров. Прикольно. Shield Bash. После использования W он может еще раз W прожать, чтобы ударить щитом. Щит бьет всех enemy перед собой в полукруге, отталкивая их обратно на 1 метр и станя их на 1 секунду. Этот стан не триггерит Diminution Returns on Crowd Control. Вот это пока мне то, что здесь в скобках написано, не сильно я понимаю, что это. Так, Front Kick. Не понимаю предложение. During the second after a Shield Bash. Наверное, после Shield Bash, когда ты нанес, например, W, потом еще раз W прожал, ударил щитом, и третий раз, когда ты можешь прожать W, бьет ногой типа, отталкивая его назад на 1 метр, и опять же станя его, не триггерит Diminution Returns, он Crowd Control и ресетает автоатаку. Intervene. Если скилл был использован на союзника, Defender прыгает к нему и защищает его щитом, я так понимаю, становясь в защитную стойку. Он абсорбирует весь входящий дэмэдж, направленный в союзника в течение 2 секунд. Так, Ешка увеличивает таунт радиус на 1 метр. День ног, leg day. Увеличивает дистанцию прыжка на 2 метра. Sweeping Strike. С полукругом может атаковать, наносит физический дэмэдж. И все. Подожди, а Ешка у него что вообще делает? Просто прыгает на 4 метра к таргет локации. Ну, где находится таргет, на 4 метра. И в 1,5 метра радиуса таунтит все, что зауронил. Окей. А здесь теперь он будет еще наносить Sweeping Strike. Так, Shield Block. За каждого enemy, на которого таунт прошел, Defender получает 5% increased block chance, повышенный шанс заблокировать, до максимальных 25%. Intimidator. Пока enemy под таунтом, Defender может освободить, Battle Cry, как правильно это перевести, снова вызывая таунт у противника. Или таунтит снова противника вокруг себя и фирит на 1 секунду. Что это за персонаж вообще? Я столько агро не видел генерации вообще, столько не видел таунта в своей жизни ни в одной игре. Длительность самого фира, самого страха зависит от дэмэджа Дефендера, который он впитал во время таунта. То есть он затаунтил, его начали хитовать, бла-бла-бла, надамажили ему там примерно на 1500, ну там или на косарь, например, да, или там на 900 за каждые 10% потерянного здоровья Дефендера. Длительность страха будет продлена на 0,5 секунд. Так, теперь по пассивке. 4% бонуса армора и Magic Resist за каждого enemy. Каждый раз, когда союзник погибает, Defender получает 10% повышенной атак power на 10 секунд. Iron Aegis.
Defender может эквипнуть тяжелый и средний щит, понижая movement speed на 10%. Он получает повышенный армор в зависимости от его размера щита, я так понимаю, заменяя свой бросковый щит, свою бросковую обилку с тем, который может блокировать все удары в течение 3 секунд. Сложная какая-то обилка, интересно, как она работать будет. То есть он Е заменяет, Ешка у тебя убирается вообще. Подожди, не Ешка, а что там? W убирается, не Ешка, перепутал. Guardian's Sacrifice. Defender может использовать обилку на выбранного союзника и редиректит 20% дэмэджа в союзника и получает его сам. Так, и последний баннер of Protection призывает баннер на поле боя на 30 секунд, который дает всем союзникам ауру, которая зависит, видимо, от защитных способностей, защитных бонусов. Кулдаун 3 минуты. Так, а теперь ульта. Это когда он поднимает щит, редиректит весь входящий дэмэдж. Так, во время обилки Defender может прыгнуть к союзнику и защищает их щитом со своим щитом защиты. Так, Defender поднимает свой щит и получает beam, не знаю, просвещение светом, прилив света, не знаю, как правильно перевести. Короче, тут какая-то вообще православная магия происходит. С небес падает нереальный свет ему на щит, который формирует энергию непонятную, длящуюся 5 секунд. Под этим домом весь дэмэдж, который впитывают союзники, понижен на количество, равное защитным статам Дефендера. Православная энергия просто падает с небес на тебя, длится 5 секунд, и ты во время этого можешь понижать входящий урон на своих союзников. Круто, круто, круто. Столько таунта я в своей жизни не видел. Контроля персонаж дает очень много. Через пару минут зачитаю, что там есть, потому что здесь много чего можно зачитать. Так, алхимия. Мы улучшили алхимию на поздней стадии игры. Теперь все виды алхимии 3-го уровня имеют улучшенные версии с эффектом срабатывания. Этот контент разнообразит подходы к выбору и использованию высококлассной алхимии, делая ее более ценной и значимой. Это ни в коем случае не конец наших планов в области алхимии, но это первый шаг в этом направлении. Так, ну, например, я хочу посмотреть вот Т3 алхимка на Attack Power. Когда наносит физический дэмэдж, у плеера есть 5% шанса войти в френзи, в бешенство на 5 секунд. Пока ты находишься в бешенстве, плеер теряет контроль своего персонажа и атакует рядом стоящий таргет. Attack Power повышается на 200%, на 200. Дополнительно Movement Speed также увеличен на 50%, кулдаун 5 минут. Что-то страшное. Если на острове, например, в экстракшене, в фулл-луте, такое где-то сработает в PvP, это будет неприятно. Окей, что по Magic Бомбе? Если здоровье персонажа падает ниже 30% после принятия урона, происходит магический всплеск. Наносит 150 плюс 150% spell power, magical damage всем enemy в радиусе 6 метров. Магический всплеск также отбрасывает обратно на 10 метров и накладывает на них 50% замедления на 3 секунды. Absorb Pills. Короче, когда я попадаю магическим критом, когда магический крит срабатывает на враге, есть 40% шанс, который спровоцирует взрыв вокруг таргета. Мы добавляем в игру набор из 30 новых рун, 6 с пассивными эффектами и 24 с активными способностями. Для каждой ветви пассивных талантов есть по 3 активные руны. Для каждой активной руны необходимо выбрать определенную ветвь пассивных талантов, а также минимальный уровень соответствующей характеристики для использования навыка и его улучшенных и разогнанных версий. Мы хотим, чтобы для активных рун при улучшении до более сложных вариантов требовалась комбинация из 2 ветвей талантов. Однако на данный момент мы ограничили его только одной ветвью на всех уровнях мастерства, чтобы мы могли тестировать и наблюдать за общей производительностью рун в игре. Всего активных рун насчитывается 72 новые механики. Одна базовая руна, плюс одна улучшенная версия, плюс одна разогнанная версия. Банку маны пропустил, реально. При использовании некоторая часть маны испаряется, восстанавливая ману всем союзникам в радиусе 4 метров. Восстанавливает 600 плюс 10% от маны пользователя, тот, кто выпил ее, всем близстоящим союзникам. Кулдаун 4 минуты. Окей, большинство активных рун не используют ману для активации своего навыка, но есть исключения из правил. Каждая руна потребляет определенный предмет для своего использования, например, для активного навыка на руне сюрикены. На руне сюрикены требуются сюрикены при использовании. В инвентаре, должны быть какие-то еще предметы, если ты хочешь использовать руны, которые
что-то выпускают там, или кидаются, или, не знаю, лечат где-то, возможно. Все ресурсы для крафта расходуемых рун добываются из определенных пачек мобов и свободно обмениваются. Теперь игроки могут одновременно применять и использовать в общей сложности 6 рун, по одной руне на каждый артефакт. Если игрок использует одинаковые артефакты, руна будет работать только на одном из них. А именно на первом, который был экипирован. Ладно, на скриншоте вы можете увидеть, как выглядит разогнанная руна 3-го ранга на артефакте Т3 разогнанного демонического кем. Так, вот мы тут получаем план Доминион. Оверлокнутый, тут 2 таланта, как у нас сейчас есть. Потом Оверлокт, Overwhelming Rage. Требует 300 атаки. Также требует скилл 3 Warrior, Драг Стимулант, Юри 55 из 100. Я, наверное, не буду все смотреть, но мне реально интересно, что там будет. Так, Вар концентрируется и, используя какую-то стародавнюю древнегреческую технику боя, призывает меч, который падает с небес прямо в выбранную локацию и наносит 350 дэмэджа с радиусом в 1 метр. Апгрейднутая руна. Все игроки, которые были захитованы этим мечом, замедлены на 30% на 5 секунд. Оверлокнутая, этот скилл строит ярость с дэмэджа нанесенного и полученного. При полной ярости ты можешь активировать это, и меч начнет наносить дополнительный физический дэмэдж, равный 8% от отсутствующего у таргета здоровья. И ярость постепенно, я так понимаю, начинает убавляться. Вот, оверлок full блок. Весь дэмэдж со следующей обилки блокирует. Апгрейднутая, следующая заблокированная обилка рефлектится обратно тому, кто ее кинул, и оверлокнутая, рефлектнутая обилка улучшена на 30%. Вижу полиморфизм. При столкновении с игроком в радиусе 1,5 метра превращает игрока в индюшку. Для ПВЕ это 12 секунд, для ПВП это 4 секунды. Может быть превращен только один таргет. Если вы получаете урон, то эффект спадает. Таргет регенерирует здоровье. Требует 200 магической атаки. Также требует ветку мага и требует Uncanny Feather. Можешь призывать скелетона. Жесть. Руна, которая скелета призывает. Призывает скелетона на 1 минуту. Скелетон снаряжен мечом и щитом, генерирует высокую угрозу, а также Taunted Enemy. Вытягивает ману каждую секунду. Требует черепа, которые все фармят сейчас на депо и кладбище. Апгрейднутая версия призывает арчер скелетона, то есть с луком, который наносит дэмэдж на рейндже и накладывает кровотечение таргету. Оверлокнутая версия руны призывает хиллер скелетона, который хилит союзников и кастует щиты. Офигеть, это что за армию можно призвать? Для ПВЕ, для ПВП это просто будет весело. Неважно, насколько это не сбалансировано. Мне вообще сейчас пока все равно. Но то, что это будет весело, это 100% будет весело. Превращать 4 мужиков у костра в индюшат, это весело, чувак. Создание оружия и мастерство владения оружием. Оружие будет работать по той же знакомой логике усиления пассивных талантов с помощью артефактов. То есть оверлоки, которые будут давать улучшение талантов, да, я так понимаю, только будут улучшать weapon специализацию. Улучшенное и разогнанное оружие 3-го уровня будет содержать 1 и 2 таланта специализации. Каждый талант на оружие усиливает этот талант на +1. Вы можете улучшить 1 талант оружия до 3-го уровня. Как и артефакты оружия, также можно сбить с помощью фрагментатора талантов, чтобы извлечь таланты оружия. И вы можете создать поддельные версии оружия, используя выбранные таланты оружия. Чтобы добавить талант 3-го уровня, вам нужно объединить оружие 3-го уровня и слияние талантов с нужным талантом оружия в машине синтеза. Кованые версии оружия 3-го уровня потребуют ремонта с помощью Mandomatic. Окей. Теперь вы можете собирать по-настоящему дикие вариации сборки в талантах мастерство владения оружием. Damn. Вот это неплохо. Теперь и на оружках ролить надо, да? Курпанк это просто гэмблинг какой-то. Так, ПВЕ, ПВП, подземелье с эвакуацией. Как мы уже упоминали ранее, в подземелье эвакуации есть 8 уникальных боссов. Каждый босс имеет определенный шанс появления при создании подземелья. То есть нельзя зафармить всех 8. В любой момент временами в локации будут активны 3 босса. У каждого босса есть уникальные предметы в таблице добычи, которые можно получить только с этого босса. Некоторые боссы, появившись в подземелье, будут активно охотиться на игроков. Оборотень Альфа. Это точно будет охотиться. Интересно. Солдат-оборотень. Крыса-оборотень. Не, ну выглядит эффектно.
Прикольно выглядит, мне нравится. А это, кстати, это крыса, да? Да. Фу. О, этого я, кстати, помню. Леший, призыватель дождя. Найс. О, это ж Баба Яга, точно. Она будет и на острове тоже? Босс, с которым все уже знакомы, будет удален из болот и перенесен на тюремный остров, откуда она изначально пришла. Тролль. Мужчина-вурдалак. Альфа-волк-нежить. Женщины-вурдалаки, сюда! Так, уникальный лут для Prison Island, который можно получить только в этой локации. Артефакты Т3 с тройными характеристиками. Так, эти рецепты чрезвычайно ценны. Они позволяют создавать предметы редкого качества. Давайте введем их в игру и посмотрим, чем они могут оказаться полезными. Стопроцентно, типа, дает крафт какого-то грейда, хотя тут обычный, ладно. Расходуемый предмет, который делает предмет доступным для обмена. Наборы для улучшения скина. Пришло время вернуть их в игру. Улучшение Т3 в магазине NPC. Т3 коробки ведут с этой обновой. Ну, в принципе, ожидаемо. Набор для перекрашивания скинов и валюта внутреннего магазина. Эта обнова много чего изменит, особенно баланс игры. Будет интересно. Напомню о Дискорде, где буду разыгрывать ключи, так же, как и на стриме. Анонсы как раз внутри. Залетайте. За лайк на видосе отдельное спасибо. На этом у меня все.